Вечер в ресторане был теплым и оживленным. Аромат кофе и выпечки смешивался с гулом разговоров. Она, официантка по имени Анна, аккуратно ставила бокалы, улыбалась гостям и создавала уют, будто вторая кожа. Здесь, среди света и звона посуды, она чувствовала себя спокойно. Но за столом у окна собралась шумная компания молодых людей. Они смеялись громче всех, будто искали повод для дерзости. Когда Анна подошла к ним, один из парней с ухмылкой поднял бутылку колы, и внезапно брызги холодной газировки окатили ее белую блузку. Зал вздрогнул от тишины. Липкая жидкость растеклась по ткани, а смех за столом стих. В глазах Анны мелькнула боль, но голос остался ровным. «Пожалуйста, будьте внимательнее». Ее спокойствие действовало сильнее крика. Посетители начали переглядываться. Музыкант у рояля приглушил звук. Воздух стал плотным, будто перед грозой. Анна отошла к бару, вытирая блузку. Внешне спокойно, внутри напряжение натянуто, как струна. Ее муж, Сергей, услышал смех еще на кухне. Он вышел в зал, высокий, широкоплечий, с холодным взглядом человека, привыкшего к контролю. Смех мгновенно стих. Молодые люди опустили глаза. Сергей подошел к их столику, не говоря ни слова. Его присутствие было давящим, тяжелым, словно воздух вокруг стал гуще. Один из парней пробормотал: «Мы просто пошутили». Но голос дрожал, а взгляд терялся. Сергей не ответил. Просто стоял, и этого хватило, чтобы каждый понял: грань переступлена. Все заведение замерло. Даже ложки перестали звенеть о тарелке. Люди чувствовали невидимую силу, исходящую от него. Анна стояла рядом, глядя спокойно, но внутри все кипело. Она знала, муж не ради мести, ради принципа. Он учил ее: никогда не показывай страх, особенно перед теми, кто его ищет. Прошло несколько секунд тишины, каждая как минута. Сергей слегка наклонил голову, и парни почти синхронно опустили взгляды. Их самоуверенность исчезла. Теперь это были не смеющиеся подростки, а испуганные дети, понявшие, что за их шутку придется расплачиваться уважением и стыдом. Сергей сделал шаг назад, знак, что все кончено. Молодые люди быстро расплатились и, не поднимая глаз, вышли. Анна стояла у барной стойки, вытирая мокрое пятно. Она больше не чувствовала унижения, только тихое облегчение. Рядом муж, и его молчание сильнее любых слов. Зал ожил, заговорили посетители, заиграла музыка. Но в воздухе все еще оставалась легкая дрожь после бури. Теперь все знали, за этой тихой, вежливой женщиной стоит сила, не в крике, не в угрозе, а в достоинстве и уверенности. Анна улыбнулась очередному гостю. В ее взгляде блестело спокойствие человека, который пережил бурю и остался стоять. Она знала, иногда, чтобы поставить на место глупость, не нужно кричать. Нужно просто иметь рядом того, кто молчит, но его молчание слышат все.